Утренняя тишина в моем доме всегда была почти осязаемой. Она ложилась на плечи тяжелым пыльным покрывалом, к которому я, признаться, уже начала привыкать. В то утро я стояла на кухне, бездумно прислонившись к столешнице. В руках была чашка травяного чая, которая уже давно остыла, но я продолжала сжимать ее, ища в керамике остатки тепла. Мой взгляд замер на тонкой струйке пара, которая исчезла еще 10 минут назад. Мысли были тягучими, как патока. Я думал о том, как странно устроена жизнь в пустом доме, где каждый звук кажется личным оскорблением. Этот хрупкий покой разорвал резкий, агрессивный звук разбивающегося стекла. Он не просто прозвучал, он вонзился в пространство, заставив меня вздрогнуть так сильно, что пара капель холодного чая плеснула на пальцы. Сердце мгновенно пустилось в галоп, отдаваясь глухими ударами в висках. В голове, словно в плохом триллере, пронеслись самые жуткие сценарии: вторжение, грабители, разбитое окно в спальне. Я отставила чашку, она звякнула о гранит слишком громко и поспешила в гостиную. Колени слегка подгибались от внезапного выброса адреналина. Причину шума я увидела сразу. Окно, выходящее в сад, распахнулось от резкого, почти яростного порыва весеннего ветра. Шпингалет, который я все обещала себе починить, не выдержал. Но настоящей потерей была старая фарфоровая ваза. Она стояла на низком столике у самого подоконника, тонкая, расписанная вручную кобальтовыми цветами, последняя память о бабушке. Теперь она лежала на паркете грудой сверкающих мертвых осколков. Я подошла к окну, чтобы закрыть его, но рука замерла на раме. Мой взгляд упал на сад. Мой сад всегда был моим личным храмом. Бабушка учила меня, что цветы чувствуют любовь, и я старалась поддерживать этот порядок. Идеально подстриженные клумбы, ровные дорожки, нежные бутоны пионов, которые вот-вот должны были раскрыться. Это место было моим единственным убежищем после ее ухода. Но сейчас среди этого порядка царил хаос. Прямо в центре моей любимой клумбы, разрывая когтями влажную землю, копошилось нечто грязное, худое и бесконечно жалкое. Это был пес. Он выглядел так, будто смерть забыла забрать его неделю назад. Грязная, свалявшаяся шерсть неопределенного цвета, торчащие ребра, которые ритмично двигались при каждом его судорожном вдохе. Один из мусорных пакетов, который я забыла убрать с крыльца, был разорван в клочья. Остатки вчерашнего ужина, кости, обрывки упаковки были разбросаны по аккуратному газону. Ярость вспыхнула во мне мгновенно. Это было осквернение моего святилища. Не думая о последствиях, я рванула дверь террасы на себя. «Убирайся! Пошел вон отсюда!» Мой голос сорвался на крик, полный боли за разбитую вазу и испорченный сад. Пес вскинул голову. Его уши, одно из которых было надорвано, мгновенно насторожились. Он не зарычал, не оскалился. Он просто замер на секунду, а затем, поджав хвост, бросился к краю участка. У самой границы леса он остановился и обернулся. В его взгляде не было страха, который я ожидала увидеть. Там была глубокая, выжигающая нутро смесь отчаяния и какого-то странного, почти человеческого вызова. Он смотрел на меня так, будто спрашивал: «Разве я виноват в том, что хочу жить?» Я стояла на крыльце, и прохладный ветер остужал мой пыл. Гнев улетучился так же быстро, как и появился, оставив после себя горькое послевкусие стыда. Я посмотрела на разбросанный мусор, потом на осколки вазы внутри дома, и вдруг поняла, что ваза — это просто вещь, а этот пес — живое существо, доведенное до предела. Я вернулась в дом. Руки все еще немного дрожали. Я подошла к шкафу в коридоре, где хранились старые вещи, и вытащила толстое колючее шерстяное одеяло, которое уже никто не использовал. Схватив из холодильника кусок подсохшего сыра, я снова вышла на улицу. Пес все еще стоял там. Он был похож на серую тень на фоне яркой зелени леса. Я медленно пошла к нему, стараясь не делать резких движений.
«Прости меня», — тихо сказала я, и мой голос прозвучал удивительно мягко в утреннем воздухе. «Иди сюда, я не обижу тебя, больше нет». Я опустилась на колени прямо на влажную траву, не заботясь о домашних брюках. Положила одеяло на землю и протянула руку с кусочком сыра. Пес замер. Казалось, он перестал дышать. Прошла вечность, прежде чем он сделал первый шаг. Его лапы дрожали, он шел так, будто ожидал удара в любой момент. Когда он подошел достаточно близко, я смогла рассмотреть его лучше. Его тело было покрыто старыми шрамами, а глаза гноились. Когда он взял сыр из моей руки, осторожно, одними губами, я решилась коснуться его головы. Шерсть была жесткой, как проволока, и пахла улицей, страхом и дождем. Но под этой коркой грязи я почувствовала тепло. Я осторожно подхватила его на руки. Он оказался невероятно легким, почти невесомым, словно состоял из воздуха и надежды. Дома я сразу отнесла его в ванную. Запах грязи и застарелой нищеты мгновенно заполнил маленькое пространство. Я включила теплую воду, и пес вздрогнул от шума брызг, забившись в угол под раковиной. Он издал тихий, едва слышный скулёж, от которого у меня сжалось сердце. «Все хорошо, маленький, это просто вода. Тебе станет легче, обещаю». Я продолжала говорить, заполняя тишину своим голосом, чтобы он не чувствовал себя один. Я начала поливать его из душа. Вода, стекавшая с него, была черной. Я намыливала его специальным мягким шампунем, и под моими пальцами проступала истинная картина его страданий. Его кожа была тонкой, как пергамент, и через нее можно было пересчитать каждый позвонок. Я массировала его худые бока, смывая слои дорожной пыли, старой крови и чужого безразличия. Удивительно, но он перестал сопротивляться. Он просто закрыл глаза и положил голову на край ванны, полностью верив свою жизнь в мои руки. В этот момент между нами что-то изменилось. Тишина в доме перестала быть угнетающей, она стала наполняться смыслом. После купания я завернула его в то самое одеяло. Он выглядел почти комично, маленькая голова с огромными ушами, торчащая из-под шерстяного кокона. На кухне я нашла банку тунца. Это было единственное, что подходило для его слабого желудка. Я ожидала, что он набросится на еду, но пес проявил неожиданную деликатность. Он ел медленно, аккуратно подбирая каждый кусочек, словно боялся, что если он поторопится, этот прекрасный сон закончится. Ночь прошла спокойно. Он спал на одеяле у подножия моей кровати, и его ровное сопение было лучшей колыбельной, которую я слышала за последние годы. Утром меня разбудило прикосновение холодного носа к моей ладони. «Ну, привет», — улыбнулась я. «Ты готов к новой жизни?» Мы вышли на прогулку. Поводка у меня все еще не было, поэтому я приспособила старый кожаный ремень. Пес, которого я решила назвать Лайкой, хотя она была совсем не похожа на героическую собаку из учебников космонавтики, шла рядом, прижимаясь к моей ноге. Но в парке все изменилось. Стоило нам подойти к людям, как Лайка преображалась. Ее тело натягивалось, как струна, шерсть на загривке вставала дыбом. Особенно странно она реагировала на мужчин в тяжелых ботинках или на шум проезжающих грузовиков. Она замирала и начинала тихо, утробно рычать, глядя куда-то в пустоту. Однажды она буквально затащила меня к старому, заброшенному дому на окраине нашего района. Она стояла перед ржавыми воротами и выла. Долго, протяжно, так что у прохожих по коже пробегал мороз. В ветеринарной клинике, куда я ее отвезла позже, врач долго осматривал ее шрамы. «Знаете», — сказал он, вытирая руки полотенцем, — «ее не просто бросили, ее систематически обижали. Эти шрамы на бедрах от цепи или тяжелого троса. Она долго сидела на привязи там, где ее не любили. Ее поведение — это эхо той боли». Эти слова преследовали меня всю ночь. Я поняла, что город с его шумом и бесконечными триггерами — не лучшее место для ее исцеления.
да и для моего тоже. Через неделю мы собрали вещи. Я погрузила в машину книги, ноутбук, запас продуктов и Лайку. Мы ехали 3 часа в сторону старой деревни, где когда-то жил мой дедушка. Его дом стоял на отшибе, окруженный вековыми соснами и тишиной, которая не пугала, а лечила. Дом встретил нас запахом сухих трав и пыли. Пока я открывала ставни и впускала внутрь солнечный свет, Лайка осторожно обходила каждую комнату. Она не рычала здесь. Напротив, она деловито обнюхивала углы, виляя хвостом, будто узнавала знакомые запахи. Весь день мы посвятили уборке. Я выметала паутину, мыла окна, а Лайка носилась по двору, распугивая бабочек. К вечеру, когда дом начал дышать, я добралась до старой библиотеки дедушки. Он был страстным коллекционером книг и хранителем семейных архивов. В самом углу, за тяжелыми томами классиков, я нашла большую жестяную коробку из-под печенья, перевязанную бечевкой. Я опустилась на пол, покрытый свежим слоем воска, и открыла крышку. Внутри лежали старые письма, квитанции и пачка черно-белых фотографий. Одна из них заставила мое сердце замереть. На снимке, датированном 40-ми годами, стоял мой дед. Молодой, широкоплечий, в военной форме. А рядом с ним, положив голову ему на колено, сидела собака. Она была точной копией Лайки. Те же огромные уши, тот же умный взгляд, та же белая отметина на груди. Лайка подошла ко мне в этот момент. Она положила морду мне на плечо и посмотрела на фотографию. Мне показалось, что она вздохнула, глубоко и облегченно. Я не могла остановиться. Поиск превратился в наваждение. Я поднялась на чердак, куда не заходила с самого детства. Там, среди старых сундуков и сломанных стульев, стояла маленькая шкатулка из карельской березы. Внутри, среди пуговиц и старых монет, лежал кожаный ошейник. Он был старым, потрескавшимся от времени, но медная пластинка на нем все еще блестела. Я протерла ее краем футболки и прочитала: «Лайка. Верный друг». У меня задрожали руки. Это не могло быть просто совпадением. Прошлое протягивало мне нить через десятилетия. Дедушка всегда говорил, что в нашем роду животные выбирают нас, а не мы их. Возможно, душа той собаки вернулась ко мне в этом грязном, избитом существе, чтобы спасти меня от моего собственного одиночества. Я нашла среди бумаг письмо деда к моей матери. Он писал: «Дорогая дочь, если когда-нибудь ты почувствуешь, что мир вокруг стал слишком холодным, вернись в наш дом. Помни, что здесь стены помнят любовь. И если к тебе придет кто-то, кто ищет защиты, не гони его. Иногда те, кто кажутся самыми слабыми, приносят нам самую большую силу». Наша Лайка научила меня этому в самые темные годы войны. Она была моим якорем. Я спустилась вниз. Лайка ждала меня у камина. Я присела перед ней и аккуратно надела на нее этот старый ошейник. Он подошел идеально, будто был сделан для нее вчера. «Теперь ты действительно дома», — прошептала я, чувствуя, как по щекам текут слезы. «На этот раз. Навсегда». Жизнь в деревне текла медленно, как мед. Мы с Лайкой стали неразлучны. Она расцвела, шерсть стала густой и блестящей, ребра скрылись под здоровым слоем мышц, а в глазах вместо вызова появилось безграничное доверие. Однажды теплым июньским утром мы гуляли в лесу за домом. Лайка внезапно остановилась у огромного, наполовину засохшего дуба, который дед называл «хранителем границ». Она начала лихорадочно рыть землю между мощными корнями. «Лайка, нельзя! Что ты там нашла?» Я подбежала к ней, пытаясь остановить, но она не слушала. Через несколько минут она вытащила на поверхность небольшую железную шкатулку, сильно изъеденную ржавчиной. Я с трудом открыла ее. Внутри были спрятаны сокровища, которые не имели денежной ценности, но были бесценны для нашей семьи. Письма прадеда с фронта, локон волос моей бабушки и еще одна фотография.
На ней дед и та первая Лайка стояли на фоне этого самого дуба. На обороте рукой деда было написано: «Здесь начинается наша история. Здесь она никогда не закончится». Я поняла, что Лайка привела меня к этому тайнику не случайно. Она знала дорогу. Она помнила. Прошло 2 года. Наш сад теперь называют самым красивым в округе. Но теперь я не злюсь, если Лайка случайно задевает хвостом цветок или приносит в дом грязную ветку. Я научилась ценить жизнь в ее несовершенстве. Я закончила свою книгу. Она о боли, о памяти и о том, как одна разбитая ваза может привести к обретению души. Лайка сейчас лежит у моих ног, пока я пишу эти строки. Она стала символом нашего дома, его сердцем. Иногда к нам приходят гости, соседи или друзья из города. Они удивляются тому, как изменилась моя жизнь. Я больше не та замкнутая женщина, которая пряталась в тишине. Я нашла свою стаю. Недавно мы снова были у того дуба. Солнце садилось, окрашивая небо в невероятные оттенки розового и золотого. Лайка посмотрела на меня своим глубоким, всезнающим взглядом, и я поняла. Дом — это не место на карте. Это состояние души, когда рядом с тобой есть кто-то, кто понимает твое молчание. Если вы когда-нибудь услышите за своим окном шум разбитого стекла или увидите на пороге несчастное существо, не спешите гневаться. Возможно, это сама судьба стучится в вашу дверь, предлагая вам шанс стать по-настоящему счастливыми. Каждый вечер я зажигаю камин и читаю вслух письма деда. Лайка слушает, наклонив голову набок, и мне кажется, что в эти моменты прошлое, настоящее и будущее сливаются в одну бесконечную теплую реку. Мы дома, и мы больше никогда не будем одиноки.